Ух. Хорошо, вокруг ни души. Найки пришел. Идешь домой? Идем, заходи. Заходи. Пошли. Найки, ты будешь заходить? Всем привет, с вами канал Календарь рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня крещение. Мой кот Найка разбудил даже раньше, чем я планировал. Сейчас раннее утро, на улице еще темно. Я буду подготавливать свою сауну к первому испытанию. Сейчас принесу дровишек, растоплю печь, потом схожу за водой. Смотри, нос обпалишься в печке. Найк. Дровешки потрескивают, печка прогревается. Я поставил чайничек. Сейчас попью чаю и пойду за водой и буду готовить место для парилки. Освободить, повесить шторочку. Ну и, собственно, буду париться. Так, ну что, где-то здесь буду купаться. Так, водичка есть, бур на место. И буду готовиться к сауне. Я подумал, что не буду делать прорубь для купания. Во-первых, это довольно трудозатратно. Мой бур уже изрядно затупился, даже на рыбалке. Приходится прилагать большие усилия для сверления лунки. Топором бить уже довольно толстый лед, тоже уйдет много времени. Да и в принципе это небезопасно все-таки одному окунаться в прорубь, может случиться всякое. Поэтому наберу ведерко воды большое и обольюсь из него недалеко от землянки. С утра на термометре было 16 градусов, хотя на улице довольно холодно, дует сильный ветер, но землянка тепло держит. Но сейчас я растоплю печь и посмотрим, как будет меняться температура со временем. Сейчас займусь уборкой, отсюда уберу лишние вещи, протру здесь немного все, повешу шторочку и буду наблюдать за показаниями термометра. Печь уже хорошенько прогрелась, чайник закипает. И на градуснике, даже без шторки, если вам видно, где-то 27-28 градусов. Сейчас подкину еще немного дровишек и буду закрывать шторкой.
Ну вот как-то так. Еще подожду, пока температура дойдет хотя бы до 50 градусов. И буду начинать. Сейчас буду уже переодеваться в костюм для купания. К сожалению, я не умею в программе для монтажа как-то ретушировать места, которые не стоит показывать в эфир. Поэтому все-таки в костюме. Практически сразу, как повесил шторку, температура начала очень резко расти, уже 35 градусов. Так, халат готов. Сейчас отнесу калоши к месту купания. Опа. Чтобы, выскочив босиком, я мог бы потом зайти в калошах. Ну вот, как-то так. Все, иду раздеваться и принимать сауну. Термометр у меня всего лишь до 50 градусов, но уже эту отметку температура преодолела. Там еще есть как бы свободное место для куда идти ртути. Надеюсь, он не лопнет. Я посмотрю, если будет сильно высоко подниматься, я его уберу. Вот так, думаю, будет видно. В общем, я переоделся в купальный костюм. Все, снимаю сапоги и иду в парилку. Первое испытание сауны в землянке. Так, все готово. Калоши там, халат здесь. Что еще? Водичка там. Тепло. Даже очень-очень аккуратно надо залазить. Опа. Так. Да. Уже за 50. Хорошо. Вот что надо сделать срочным образом. Где она снимается? Давай, скорее. И что такое? О, раз. Ау. Два. Так. Куда я? Оп. Вроде попал. Да. Я думал, если не будет хватать температуры, то сделать либо дальше и повернуть к углу двери, чтобы вся печка была здесь внутри. Но это уже будет просто как в аду здесь. Вполне достаточно. Я уже начинаю потеть, мокреть. Класс. Я очень доволен. Надо не забывать поглядывать на градусник, чтобы он не вскипел тут. А лучше, наверное, его все-таки убрать уже отсюда. Ну да, уже практически к самому верху поднялась ртуть. То есть градусов 60 точно уже есть. Так, убираю его. Хотя бы вниз положу. Внизу не такая большая температура, хотя ногам тоже очень тепло. Главное, чтобы ничего не загорелось. Она горячая, конечно, но не настолько, чтобы вспыхнуть, я так думаю. Все в порядке. Ну вот, уже потек. Я никогда не любил сильно жаркие сауны. Для меня оптимально 70 градусов, ну максимум 80, больше не люблю. Так, и хорошо прогреваешься, и дышать свободно можно. Не знаю, может быть, это и полезно в 120 градусов, но как-то это не для меня. Я
очень надеюсь, что камера не разрядится к моменту обливания водой. Потому что несколько дублей. Хотя можно сделать еще один дубль. С удовольствием, в принципе. Внизу на полу лежит термометр, на нем сейчас показывает 45 градусов, в этой нижней точке. А вверху, конечно, намного больше. Явно за 60. Запаха никакого от этого материала не ощущается пока. Дровишки расшевелились, сейчас еще жарче станет. Кто-то шкребется с той стороны. Найк пошел гулять. Может, мышка что-то перепутала. Решила опять зайти в гости. Так, ну что, я достаточно прогрелся. Сейчас надо аккуратно спуститься. Опа. Я по своей неопытности забыл перекрутить камеру на штатив. Поэтому сейчас прямо попытаюсь сделать это быстренько и бежать на улицу. Камера тоже нагрелась. Хотя здесь в землянке не настолько жарко, конечно, как в парилке. Сейчас прикручиваю штативчик. Штативчик я покажу позже, как он у меня выглядит. И бегу. Да. А здесь морозец. Так, не знаю, куда его. Вот сюда. Раз. Пардон. Вот так. Так. Видно, надеюсь. Сейчас. Опа. Вот так. Ну что, всех с праздником. Здоровья всем и добра. Опа. Хорошо. Класс. Так, одеваю. Где можно и не одевать. Прогрелся замечательно. Так, ну в общем так. Всех с праздником. Иду в землянку. Нет, одену, чтобы ноги не запачкать. Так, концертные свои калоши. Они же сланцы для купания. Ух. Хорошо, вокруг ни души. Красотища. Все, пошел внутрь. Здесь тепленько. Так, халатик. Хотя и халат-то не нужен, так просто вытереться. Так очень тепло. Фух, красота. Раз. Да, вот так вот выглядят мои аксессуары для съемки, для камеры. К такому брусочку прикручен проволочкой вот такой маленький штативчик, дешевенький. А это крепление на голову, потому что которое у меня было сломалось. И это я соорудил от крепления от старой каски строительной. Вот сделал такую штуку. Вот так вот и снимаю. Сейчас это убираю в сторону. Чайник уже закипел. Наливаю чайку. Опа. Горяченький чаек. И сейчас самое то попить чайку с вареньем, со сливовым. Но сейчас займусь приготовлением праздничного обеда. У меня осталось 2 окорочка. И я попытаюсь из них сделать что-то типа цыпленка табака. Или табака, как правильно называется, я точно не знаю. Хорошенько посолю с 2 сторон.
залью соком лимона. Специй пока никаких добавлять не буду, потому что при жарке они сгорят и будут не очень приятный привкус. Поэтому пока вот так. Специи добавлю позже, когда уже он будет практически готов, поджаренный. Вот так. Хватит половинки. Все, дам постоять полчаса и дальше включусь. Найк прибежал только что, стучался в окошко, я не успел заснять. Эй, хватит валяться! Найки! Ну что за каждый день одно и то же? Прекращай, говорю. Не получишь окорочка, будешь себя так вести. Понял? Садись, грейся, иди в свою комнатку. Вот, халат сушится. Тапочки концертные также. Да, вот еще светодиодная лента, которую привезли. Я ее разрезал на две части. Что такое? Сейчас вон у тебя рыбка и корм сухой. Иди ешь. Вот. И сделал еще вот такое освещение на кухне. Вообще шикарно все. Подсвечивает, хорошо видно. В общем, окорочки промариновались около получаса. Сковородка с маслом раскалилась. Сейчас попытаюсь так положить, чтобы меня не обрызгало сильно. Вот так. Найк, отходи, а то отбрызгается. Вот такая вот красота. По технологии все это дело нужно хорошенько придавить грузом. Но я не придумал никакого утяжеления, чем это можно сделать. Поэтому буду готовить так. Думаю, все равно в любом случае будет вкусно. Найки, держи, рыбка вон и корм. Иди ешь. Что такое? Найки. Не проголодался? Ну ладно, жди окорочки тогда. Пока окорочки жарятся, мы с Найки немного отдохнем. Сегодня как-никак праздник, можно немного и поваляться. Дрова заготовлены, печь прогрета после парилки, можно немного расслабиться. Ну а завтра все сначала. Обычный день. Куда пошел? Найки, бродишь. Да, я подойду к столу. Отойди. Пока окорочок жарится с одной стороны, я нарежу несколько зубчиков чеснока мелко и добавлю смесь перцев. В общем, я точный рецепт не помню, поэтому делаю на свое усмотрение. Ну, когда попробую, скажу, что получилось. Так. Из перцев черный перец, кориандр, что тут, смесь овощей немного, можно чуть больше, и приправа карри тоже немного. Это лично на мой вкус. Посмотрим, что из этого получится. Опять же, сок половины лимона выдавливаю. О, окорочки уже пахнут. Сейчас буду переворачивать. Вот так. Приправу эту буду поливать уже на практически готовые окорочки, чтобы оно не подгорело и не испортило вкус. Так, сок лимона, перцы, чеснок, и добавлю сюда немного горячей водички, размешаю
Они так в кипяточке отдадут больше аромата. А сейчас повыбираю косточки. Также сюда немного масла. Так, ложечку. Перемешиваем. Косточки я повыбираю. Найки, двигайся, дай подойти. Сейчас посмотрим, что у нас. Ну вот, окорочки подрумянились. Отличная корочка. Сейчас переверну и буду обжаривать со второй стороны. Вот такая красотища. Пей, пей, пей. Пей водичку. Найк пьет водичку. Да, Найк? Пей, пей. Давай, пей водичку. Ну что, окорочка хорошенько поджарились с обеих сторон. Теперь я вылью смесь специй. Накрою крышкой, даем хорошенько напитаться ароматом и немного протушиться минут 10, пока не испарится лишняя влага. Крышку приоткрою немного, чтобы пар выходил. Все, ждем еще 10 минут. Найки, дождешься? Запах чувствуешь уже, ароматы какие? Потерпи, дам тебе кусочек. Вот окорочка протушились. Очень сочные, мягкие. Найк побежал опять на улицу, попросился. Поэтому я сейчас вырежу ему кусочек из серединки. Положу ему в тарелку, пусть остывает. Ну и сам буду приступать к обеду. Так что всех, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, добра и хорошего настроения. Бух-бух. До встречи в новых видео. Пока. Найки, найки, найки. 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 Что ты домой идешь? Найки. Найки пошел гулять. На птичек охотится. Надоело ему медведей тягать. Найки. Не хочется ходить. Найки. Ты не беременный случайно, нет? У тебя все в порядке? Никто там не шевелится у тебя? А? Можно. Чего не отвечаешь? Ты тебя не угомонишь, мурлыкаешь. Ага. Когда медведя дотащишь? Ты уже их сколько завалило, дотащить не можешь. Все, отдыхай. Спокойной ночи.